Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина, и я приветствую вас на канале Коллекция рецептов. Сегодня приготовим знаменитый торт Эстерхази, получивший огромную популярность в Европе. Это миндально-шоколадный торт, который был назван в честь венгерского дипломата. Торт Эстерхази – это сочетание нежного, хрустящего орехового безе с заварным масляным кремом и тонкой прослойкой абрикосового джема. Украшенный по бокам лепестками миндальных орехов, залитый сверху белым шоколадом и тонкой нежной паутинкой, он может стать украшением любого праздничного стола. Для приготовления этого торта нам понадобится для коржей по 250 граммов яичных белков, сахара, миндальной муки, пол чайной ложки корицы, лимонный сок. Для крема 200 мл молока, 100 граммов сахара, по 1 чайной ложке муки и крахмала, 9 желтков, по 200 граммов сливочного масла и вареной сгущенки, 15 мл рома, коньяка или ликера и ванилин. А для декора 2 столовые ложки абрикосового джема, 150 граммов белого шоколада, 30 граммов черного шоколада, 100 граммов миндальных лепестков и 2 столовые ложки жирных сливок. Данное видео выходит при поддержке компании Royal Forest, которая любезно предоставила миндальную муку для этого рецепта. Также я заказала какао-порошок и какао-масло, видеорецепт с использованием которых выйдет у меня на канале в ближайшее время. Компания Royal Forest – поставщик эксклюзивного и натурального питания, такого как шоколад из кэроба без сахара, сиропы и пекмезы, полезные суперфуды, какао-продукция, орешки и многое другое. Специально для подписчиков моего канала интернет-магазин Royal Forest дарит купон со скидкой 20% на весь ассортимент своей продукции. Ссылка на сайт компании Royal Forest, а также купон со скидкой в описании под видео. Приступим к приготовлению. Для начала приготовим коржи. Это будет миндальное безе. Отделяем белки от желтков. Белки будем использовать для приготовления коржей, а желтки понадобятся для крема. Желтки кладем в отдельную мисочку и пока убираем в сторону. Не забудьте их накрыть, чтобы они не заветрились. Выливаем белки в чашу миксера, которая должна быть абсолютно сухой и чистой. Высыпаем ванилин и добавляем несколько капель лимонного сока или щепотку соли. Включаем миксер на среднюю скорость и взбиваем до состояния белой пушистой пены. Не переставая взбивать, понемногу добавляем в белки сахар или сахарную пудру. После того, как мы ввели весь сахар, включаем миксер на полную скорость и взбиваем еще минимум 5 минут. Должна получиться вот такая очень плотная глянцевая белковая масса. Отдельно смешиваем миндальную муку с корицей. Высыпаем ароматную ореховую муку в белки и аккуратно вмешиваем ее с помощью лопатки до получения однородной воздушной массы. Миндальная мука идеально подходит для выпечки, поскольку сохраняет все полезные свойства цельного ореха. Основа для миндального безе готова. Перекладываем массу в большой кондитерский мешок с круглой насадкой и сейчас будем отсаживать ее на пергамент. Для этого на листе пергамента рисуем круги диаметром 20-22 см, переворачиваем лист обратной стороной и аккуратно отсаживаем белковую массу по спирали от края к центру. Если образовываются пустоты, заполните их. По желанию массу можно осторожно разровнять ножом или лопаткой. По такому же принципу отсаживаем все коржи. У меня получилось 5 штук. Отправляем подготовленные противни в заранее разогретую духовку, температура в которой 160 градусов, и сушим коржи в течение 25 минут, пока они не приобретут нежный кремовый оттенок. А пока наши коржи выпекаются, приготовим заварной крем. Устанавливаем на плиту ковш, выливаем в него молоко и сильно нагреваем, не доводя до кипения. В отдельную посуду выливаем желтки, высыпаем сахар и быстро перетираем. Добавляем в массу муку и крахмал, желательно кукурузный, и все тщательно смешиваем.
вливаем в яичную смесь примерно третью часть горячего молока. Быстро перемешиваем и выливаем полученную яично-молочную смесь в ковш с горячим молоком. Непрерывно помешивая, доводим ее на среднем огне до загустения. Кипятить не надо. Вот такой заварной крем у нас получился. Снимаем ковш с плиты и перекладываем крем в холодную емкость. Накрываем чашу пищевой пленкой или пакетом, чтобы крем не заветрился и не образовался конденсат. Отправляем крем в холодильник до полного остывания. А пока мы готовили заварной крем, наши коржи подсушились. Они полностью готовы, достаем их из духовки. Снимаем бумажные листы с противней и оставляем в таком положении, чтобы они полностью остыли. Остывшие коржи переворачиваем и снимаем с них пергаментную бумагу. Отставим коржи в сторону и взобьем крем. Для этого в чашу миксера выкладываем мягкое сливочное масло и взбиваем до белой пышной массы. Затем добавляем вареное сгущенное молоко и перемешиваем. В полученную массу в несколько приемов добавляем охлажденный заварной крем, каждый раз хорошо взбивая. Во взбитый крем тонкой струйкой вливаем ром, коньяк или ликер, еще немного перемешиваем, и наш крем готов. Приступаем к сборке торта. Блюдо, на котором будем подавать торт, слегка смазываем кремом, чтобы торт не скользил, и выкладываем первый корж. Обильно смазываем его кремом и накрываем следующим коржом. Таким образом собираем весь торт. Верхний корж кремом не смазываем. Оставшийся крем равномерно наносим на бока торта. На верхний корж выливаем слегка подогретый абрикосовый джем и равномерно распределяем его по всей поверхности. Перед тем, как декорировать торт, отправим его в холодильник не менее чем на 30 минут. А пока торт охлаждается, растопим белый шоколад. Для этого в чашу с шоколадом выливаем жирные сливки и, постоянно помешивая, растапливаем массу в микроволновке или на водяной бане до консистенции сгущенного молока. Вот до такого состояния. Достаем торт из холодильника и заливаем верхний корж растопленным белым шоколадом. Делайте это быстро, так как торт холодный и шоколад моментально застывает. Отдельно в небольшой кондитерский мешочек высыпаем измельченный черный шоколад и растапливаем в микроволновке до жидкого состояния. Завязываем пакет с растопленным шоколадом, делаем на кончике еле заметный срез и наносим тонкую шоколадную паутинку по спирали, начиная от центра до края торта. А сейчас сделаем характерный для Эстерхази рисунок. Зубочисткой или обратной стороной ножа, начиная от центра к краю, делим торт на 8 равных частей. А теперь каждый полученный сегмент делим еще пополам, проводя ножом в обратном направлении от края к центру торта. Остается обсыпать бока нашего торта слегка подсушенными в духовке миндальными лепестками. Наш миндальный торт Эстерхази готов. Вот такой красавец у нас получился. Отправляем торт в холодильник. А перед тем, как достать и разрезать охлажденный торт, напомню, что ссылку на интернет-магазин Royal Forest и купон со скидкой 20% вы найдете в описании под видео. Рекомендую зайти на их сайт и ознакомиться с широким ассортиментом натуральных продуктов. Торт охладился, достаем его из холодильника. Как правило, для этого торта используют миндальную муку, но вместо миндаля можно взять фундук или грецкий орех. А еще по желанию каждый промазанный корж можно присыпать ореховым пралине. Как приготовить ореховое пралине, я показывала в одном из предыдущих видео. Ссылку оставлю в описании.
Традиционно в европейских странах торт Эстерхази является символом Нового года. А теперь давайте разрежем его и посмотрим, какой он получился внутри. Торт необыкновенно вкусный, нежный, с приятным ореховым ароматом. Готовить это лакомство не так уж и сложно. Воплотите в жизнь этот шикарный десерт, и, возможно, популярный торт Эстерхази станет вашим любимым. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот торт, ставьте пальчик вверх, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкуснейших тортов и десертов. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.